Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, и это ужасные новости. Главные новости приходят с фронта. Это взрывы в поселке Новофедоровка, где на западе Крыма, где находится крупный российский военный аэродром. Там что-то взорвалось, причем, судя по всему, взорвалось несколько раз. Официальные российские власти утверждают, что это детонация боеприпасов, ничего такого сверхъестественного. Есть даже версия, что это все связано буквально с нарушением техники пожарной безопасности. И якобы буквально кто-то там курил на производстве, и вот все взорвалось. Я не знаю, можно ли и нужно ли в данном случае российским официальным властям верить. Важно то, что все это выглядит не очень правдоподобно, и кажется, российские власти стараются сейчас как-то панику сбить. Крым — это вот это священное приобретение Владимира Путина, которым все так гордились в 2014 году. Там все под контролем, в надежных руках, везде ПВО, наши базы. И, конечно, никакая кровавая украинская военщина, в кавычках, туда никогда не доберется. И отсюда, кажется, рождается история про окурки, которые летают на 300 километров и которые вот взрывают авиабазы на западе Крыма. В реальности все выглядит как будто украинцы действительно нанесли какую-то сложную ракетную атаку. Нету точного подтверждения, что это так. Есть несколько следов взрывов, их можно видеть на спутниковых снимках, в том числе публично доступных. Несколько самолетов уничтожено российских, довольно большое количество боеприпасов. Неизвестно, сколько людей на самом деле погибло, по официальным данным, кажется, 1 человек. Вполне возможно, что российские власти по традиции что-то скрывают. Но в этом контексте, да, вот есть еще знаменитое видео, которое тоже на этой неделе активно обсуждалось, как, собственно, отдыхающие люди, которые приехали в Крым отдыхать во время войны, как они реагируют на этот взрыв, который в Новофедоровке произошел. Все, ребят, вы простите, но это самое сильное, что прилетало вообще в принципе, и я случайно для вас это снял. После этого начались пробки на Крымском мосту на выезд. Люди там довольно долго стояли на этой федеральной трассе. Перед Крымским мостом на выезд уже из Крыма скопилась огромная колоссальная пробка. Очень медленное движение, стоим уже полчаса. Вот эта история про нарушение пожарной безопасности якобы на военной базе, она отдыхающим в Крыму не особенно понравилась. И, конечно, здесь есть важная политическая составляющая. Если Крым не в безопасности, тогда вообще не очень понятно, кто именно в Российской Федерации может себя чувствовать в безопасности и зачем вся эта война опять же затевалась. Конечно, это очень большой удар потенциально по имиджу российской армии, по Владимиру Путину лично. И мне даже, знаете, меня даже немного радует, что российские власти выбрали вот это объяснение, что на самом деле это никакие не украинские ракеты, а это просто вот что-то, какая-то случайность, не обращайте внимания, все под контролем. Потому что если российские власти признали бы, что это вооруженные силы Украины, то, конечно, как все понимают, такой человек, как Владимир Путин, должен был сделать какой-то ответный шаг. И он может быть сколько угодно ужасным. С апреля еще все, или с марта все всерьез говорят про возможные ядерные удары. До сих пор, в общем, никто как-то не решился сказать, что Владимир Путин достаточно разумный человек, чтобы этот ядерный шантаж прекратить. Короче говоря, Крым, возможно, становится прифронтовой полосой. Война приходит туда, в те регионы, которые до этого момента считались мирными. И, наверное, к сожалению, может быть, крымчане теперь могут лучше понять жителей Мелитополя или Херсона, где фронт проходит уже в течение нескольких месяцев. Власти ДНР подтвердили, что в Мариуполе пройдет так называемый трибунал над так называемыми украинскими военными преступниками. По сети ходит очень мрачная фотография, где в каком-то доме культуры, прямо на сцене, такой, знаете, бедной старой сцене, строится огромная металлическая клетка. Это все выглядит как будто, знаете, какой-то такой дизельпанк наступил, уже одновременное средневековье, с этими клетками какие-то руины советской цивилизации в виде этого дома культуры. Вот все эти вещи пересекаются. Обратите внимание, как это работает. Российские войска вторглись в соседнее государство, убивали там людей. Эти люди оборонялись и тоже в ответ убивали нападающих. Часть из этих людей оказались
военнопленными из защитников Украины. И теперь люди, которые сами себя назначили руководителями некого загадочного ДНР, они утверждают, что теперь их некая идеология позволяет им судить этих военнопленных как военных преступников. Почему они будут их судить? Потому что, согласно российской пропаганде, все, кто защищает Украину, это нацисты. Вы знаете, мы часто вспоминаем про московские процессы, например, показательные, я имею в виду те, которые были в 30-е годы при Сталине. Там была вот эта история, что тебя назначают троцкистско-немецко-японским шпионом, а ты в какой-то момент времени под пытками, под давлением начинаешь себя оговаривать и говорить: да, я троцкистский шпион, да, я японский шпион, я на все согласен. Но если действительно ДНР со своими кураторами из Москвы пойдут вот на эту сцену показательного процесса над военнопленными, то мне кажется, что в некотором смысле слова Российская Федерация даже по своему цинизму она перейдет на следующий уровень. Это действительно беспрецедентная вещь. Ты объявляешь каких-то людей преступниками, потому что они защищали свою страну от твоей армии, страны-агрессора. На этом фоне в Луганск приезжает Дмитрий Медведев, такая новая-старая звезда российской политической сцены. Напомню, у Дмитрия Медведева, который был президентом Российской Федерации, который был премьер-министром Российской Федерации, у него сейчас две официальные должности. С одной стороны, он заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, как раз того органа, который, в общем, видимо, решает, при Путине решает, кого казнить и кого миловать. А с другой стороны, он председатель нашей любимой партии «Единая Россия». Но главное, конечно, его должность — это он вернулся к своему статусу такого блогера. Раньше он был микроблогером, когда много писал в Твиттер. Теперь Твиттер в Российской Федерации заблокирован, хотя и там Медведев иногда появляется. И время от времени Дмитрий Анатольевич нас осчастливливает своими мыслями о судьбах Родины, о истории западной цивилизации, о наших врагах. Вот перед тем, как в Луганск поехать, он еще успел попозировать во время военных учений в Оренбурге. И его собственная пресс-служба, может быть, там какие-то диверсанты есть в этой пресс-службе медведевской, они, в частности, распространили фотографию, на которой Дмитрий Анатольевич Медведев, наш ястреб, наш сокол, он смотрит в закрытый бинокль. И, знаете, даже через вот эти вот закрытые линзы он все равно видит, наверное, врагов России. Вот этот великий человек, он приезжает в Луганск с инспекцией. Это визит одного из ключевых руководителей формально Российской Федерации на оккупированную территорию, конечно, никем не признанный с точки зрения международного сообщества. И начинают даже ходить слухи про то, что Дмитрий Анатольевич у нас решил готовиться снова в преемнике. В первый раз он попробовал, у него почти получилось. Потом все злобно говорили в районе 2011 года: уберите мальчика, верните Владимира Владимировича, так говорили российские элиты. Теперь Дмитрий Анатольевич, может быть, действительно начал мечтать о том, что он снова может сменить Владимира Путина, для чего ему, конечно, нужно стать главным злодеем. Таким не очень крупным, но очень мощным, страшным злодеем, который борется с врагами России при помощи закрытых биноклей, при помощи визитов на оккупированные территории, при помощи подготовки к этим процессам над так называемыми военными преступниками, при помощи подготовки аннексии новых территорий для Российской Федерации. Роскомнадзор заблокировал знаменитую площадку Patreon, на которой люди творческих специальностей собирают донаты на то, что они делают, на какие-то сообщества, проекты, картины, активизм, все что угодно в целом. Вот теперь эта площадка официально в Российской Федерации заблокирована, и сделала это, конечно, Генпрокуратура, наша любимая. Мы Patreon, надо сказать, никогда не пользовались, да, но проблема, конечно, очень понятная. Любые деньги, которые в России существуют, вот как-то тратятся, отправляются, жертвуются кем-то, должны быть под надзором российского государства. И это та тенденция, которую мы с вами в прошлом выпуске ужасных новостей обсуждали. Все должно контролироваться государством, в том числе, конечно, в первую очередь деньги в ваших карманах и то, как вы ими распоряжаетесь.
Но нас, Новую газету Европа, по-прежнему можно поддержать. Это можно сделать либо банковским переводом, если вы находитесь в Европе, либо, вот обратите внимание, может быть, среди наших зрителей есть люди, которые хорошо шарят в криптовалютах. Нам очень нужна сейчас ваша помощь, потому что я вам сейчас расскажу одну историю, вы сразу поймете, почему именно в криптовалютах в донатах в крипте мы нуждаемся сейчас больше всего. У нас есть журналисты, которые продолжают делать свои истории, репортажи, расследования, находясь в России, и мы европейская медиа. Мы не можем, это небезопасно, это невозможно из-за санкций, мы не можем платить этим людям зарплаты. Поэтому, если вы знаете тех людей, которые хотят поддержать свободную журналистику и понимают, как работает крипта, пожалуйста, отправьте их к нам, мы будем очень благодарны, и это вернется вам и нам всем, российскому обществу, новыми хорошими историями о том, что на самом деле происходит сейчас в Российской Федерации. Новую газету, московскую классическую Муратовскую новую газету, суд в Москве оштрафовал еще на 350 тысяч рублей, якобы за распространение недостоверной информации о чем-то там таком, ну, конечно же, о войне. Речь идет опять о тексте, таком классическом многострадальном тексте Елены Костюченко, который назывался просто «Херсон», и в котором Костюченко проделал еще весной, в первый месяц войны, грандиозную работу, побывав сначала на оккупированной территории, потом выбравшись через линию фронта. Кажется, она стала, насколько я могу понять, единственной журналисткой, которая вот дважды эту линию фронта пересекла, посмотрев на жизнь в Херсоне и жизнь на украинской территории, куда российские войска не дошли. Этот текст, в котором нету ничего того, что Костюченко не видела своими глазами, он специально был так написан. Это очень жесткий репортаж. Если вы можете помочь Новой газете, если вы находитесь в России, пожалуйста, сделайте это, мы также будем вам благодарны. И очень важно, посмотрите новый проект, пока трудно сказать, что из него выйдет, но попробуйте, мне кажется, в этом есть какая-то важная попытка адаптироваться к нынешним условиям и продолжить свое дело. Коллектив «Новой газеты» начал развивать проект под названием «Свободное пространство». Вот ссылка на него. «Новая медиа». Да, хорошее название, хорошая ироническая штука. Там важная особенность этого проекта заключается в том, что там есть не только материалы от коллектива «Новой газеты», но вы можете зарегистрироваться там, я так уже сделал, и добавить любые источники, которые вы смотрите или читаете, или через YouTube, или через Telegram, или сайты. Я, конечно, первым делом вставил туда Новую газету Европа и увидел радостную картину, когда на сайте «Свободное пространство», новая.медиа, есть и Новая газета Европы. Вот в идеальном мире все это так бы и работало. Мы бы, конечно, надеюсь, сделали бы одно издание, если бы не было войны. У наших коллег из «Медузы» вышел важный текст, который немного, знаете, вот как будто про другую жизнь и про другую реальность, всего лишь про предыдущий год, 2021. Журналистка Кристина Сафонова описывает историю о том, как «Медуза» получила в свое распоряжение многочисленные такие полузасекреченные или совсем секретные видеозаписи того, как во время прошлогодних выборов в Государственную Думу, помните, были такие, зафиксированы массовые вбросы бюллетеней. Тогда Элла Александровна Панфилова сказала, что нечего шастать по сети в поисках такого видео. Мы все эти трансляции закроем. У избирательных участков была система, инфраструктура камер наблюдения, которая была установлена еще в 2012 году, когда Путин настаивал на том, что он очень честно избирается в президенты и потребовал, чтобы это все транслировалось в интернете. Так вот, на последних выборах в Госдуму все это было закрыто. Теперь журналисты «Медузы» получили доступ к этим видеозаписям и насчитали, что примерно 17 миллионов бюллетеней было просто вброшено. Что это означает? Это означает две вещи, которые очень важны с точки зрения того, как происходит сейчас война, кто такой Медведев, кто такая «Единая Россия», как партия и так далее. Потому что, обратите внимание, против обнуления Конституции в 2020 году проголосовало примерно 15 миллионов человек. Вот просто пришли люди и сказали: нет, мы не хотим новой Конституции, нас и старая устраивает. 15 миллионов человек, которые пришли сами на избирательные участки, на тот псевдореферендум, это много.
Когда нам сейчас говорят, что 17 миллионов бюллетеней брошено, это фактически означает, что если бы этих преступников, которые подделывали выборы в прошлом году, поймали бы за руку, то у нас в Государственной Думе была бы сейчас антивоенная фракция. Может быть, ее за последние полгода уже лишили бы депутатской неприкосновенности и всех там пересажали, но у нас прямо в парламенте были бы люди, депутаты, которые представляют интересы тех россиян, может быть, меньшинства, но достаточно важного и активного меньшинства, которые с этой войной не согласились и никогда не согласятся. В сентябре прошлого года люди подделали выборы. Это в очередной раз доказано сейчас журналистами. Фактически Россией правят самозванцы, которых никто не избирал. Они просто назначили сами себя при помощи системы фальсификаций. И после этого они говорят, да нет, у нас все войну поддерживают. Все депутаты как один выступили за войну. По-моему, очень показательная история, откуда вообще возникают войны. Диктатура плюс абсолютный цинизм, плюс воровство голосов избирателей. Вот когда у вас все это есть вместе, тогда вы можете начать ту войну, которую начал Владимир Путин в феврале этого года. Мы на этой неделе выпустили важное расследование, посвященное тому, кто, собственно, на войну готов ехать из России, умирать неизвестно за что, когда война идет уже все эти месяцы. Оказывается, выстроена целая сеть вербовки добровольцев или наемников, по-разному их можно называть. В регионы, по всей видимости, спущены какие-то, знаете, цифры, сколько каждый регион должен поставить людей на убой на эту войну. И вот почитайте, пожалуйста, материал наш называется, над ним многие наши журналисты работали, называется материал «Пехота пуще неволи». Он построен на том, что изначально журналисты идут записываться в наемники, в добровольцы, говорят, мы хотим вот поехать в Украину воевать, что нам нужно делать. А потом, отталкиваясь от этого сюжета, отталкиваясь от того, с кем журналисты начинают разговаривать в ходе своей вербовки такой, да, фейковой, хотя для некоторых людей она как раз наоборот настоящая, мы начинаем видеть картину того, что происходит, кто эти люди, которые идут воевать, что им обещают вербовщики, с какими проблемами они сталкиваются, насколько они хорошо подготовлены и как вся эта система устроена по России. Когда у тебя, на самом деле, твой народ не особенно хочет войны, а тебе приходится вербовать наемников вот таким образом. Марина Овсянникова, бывший продюсер Первого канала, которая совершила вот эту акцию, выйдя в эфир с плакатом «Нет войне». Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить... И стала такой европейской мировой знаменитостью. Она оказалась под домашним арестом, и ей грозит до 10 лет тюрьмы по делу про так называемые фейки о российской армии, как и Яшину, как и Горинову, как и другим российским активистам и независимым политикам. Про Овсянникову очень долго ходили разные слухи. Мне кажется, те, кто верит, что она какой-то двойной агент и, значит, что у Кремля есть какая-то сложная схема, они до сих пор будут считать, что раз Овсянникову немедленно не отправили в следственный изолятор, всего лишь дали домашний арест, всего лишь возбудили уголовное дело и провели обыски, то здесь по-прежнему есть какой-то хитроумный план, какая-то многоходовка кремлевская. Мне кажется, что скорее всего, да, знаете, по бритве ока когда мы выбираем самое простое объяснение из происходящего, мне кажется, действительно есть вот такой человек, Овсянникова, у нее смешанное происхождение, у нее есть украинские корни, как и у многих жителей России, и она в какой-то момент времени просто, в таком хорошем смысле слова обезумела, не смогла молчать, как и некоторые наши знакомые тоже молчать не смогли. Воспользовалась своим служебным положением, провела потом несколько акций. Что с ней делать российские власти до сих пор не знали. Но вот тут по совокупности заслуг ее все-таки начали привлекать к уголовной ответственности. Конечно, будет очень жалко, если Овсянникова в итоге окажется в российской тюрьме. Она могла бы этого не делать, она уже уезжала из России, но у нее есть судебный процесс по поводу развода и по поводу опекунства над детьми. И поэтому она должна была в Россию вернуться, и она продолжила эти акции делать, что, наверное, для большинства людей в ее обстоятельствах, наверное, выглядит не очень разумно.
Я сочувствую Марине Овсянниковой. Я не знаю, насколько она там профессиональный активист, политик или мыслитель, но она, судя по всему, вот из того, что мы сейчас можем наблюдать, искренний человек. И суд в очередной раз закрыл само рассмотрение дела про ее арест. Она из этого аквариума, из этих позорных стеклянных банок, которые в российских судах установлены, это следующее поколение, да, вот в Мариуполе на сцене строят средневековые казематы, а в российских судах стоят эти аквариумы с этим пуленепробиваемым стеклом. Вот она оттуда, из этой клетки, она показывала плакат «Пусть убитые дети снятся вам по ночам». Президент Украины Владимир Зеленский сделал достаточно резкое заявление по поводу россиян в Европе. Оно всех нас касается, многих из наших знакомых, независимых журналистов и так далее. Зеленский, цитирую его, «Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него. Какие бы ни были россияне, пусть едут в Россию». Это заявление вызвало достаточно бурную реакцию. Для многих людей оно показалось совершенно таким неприемлемым и даже в чем-то человеконенавистническим, потому что понятно, что заметному числу россиян, которые уехали из России, им в случае возвращения грозит тюрьма, кому-то из них, возможно, пытки, и, в общем, отправлять туда этих людей нельзя. Да, и, собственно говоря, заявление Зеленского было направлено, как мы можем предполагать, в том числе на европейских политиков, которые могут каким-то образом право россиян передвигаться по Европе ограничивать или вообще полностью отменять. И первые шаги к этому уже сделаны. Эстония заявила о том, что она отказывается не только выдавать новые шенгенские визы для россиян, но и пускать на свою территорию тех россиян, которые получили именно визу Эстонской Республики. И что, в общем, для меня является, наверное, здесь конкретно в сюжете про Эстонию большей проблемой, Эстония отказалась выдавать студенческие визы для россиян. Мне кажется, что этот разговор нужно вести предельно спокойно, и прежде чем делать какие-то выводы, нужно понять интересы всех сторон и, наверное, искать какой-то здесь компромисс. Вот, в принципе, мне кажется, шенгенская система, как она была создана, она не очень рассчитана на то, что в центре Европы, Восточной Европы, по крайней мере, будет вестись настоящая война, как во время Второй мировой. Те люди, которые хотели открытых границ, которые призывали людей других культур, других стран посещать Европу, они, конечно, этого не предполагали. И сейчас возникает объективно довольно странная ситуация, когда Путин воюет против Украины, его армия атакует города, атакует украинскую армию. В Европе огромное количество, сотни тысяч украинских беженцев. И в тот же самый момент времени человек в России может получить туристическую визу и поехать, в общем, наслаждаться милыми европейскими кофейнями. Ну, просто вот для такого развлечения. С другой стороны, те же шенгенские визы очень часто являются таким как бы документом двойного назначения. Например, ты можешь по этой шенгенской визе, если тебе угрожает опасность в России, въехать легально на территорию Евросоюза и дальше уже убеждать власти страны, которая тебя приняла, что тебе нужна какая-то помощь, какой-то более долгосрочный план. С третьей стороны, да, у нас есть Зеленский, который несколько раз менял свое отношение к этой проблеме, который сказал, мне кажется, одни из самых важных таких человеческих слов, обращенных к россиянам в самом начале, буквально в первые часы войны. Он призвал нас остановить наше правительство, нашего президента. И мне кажется, что с россиянами никто за многие годы из политиков на таком человеческом языке не разговаривал. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать, мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. В марте Зеленский сказал, что россиянам стоит уехать из России, чтобы не платить там налоги. Война продолжается, сейчас август, и вот это новое заявление. Конечно, как человек, который в течение полугода обороняется от путинской армии, я думаю, что, в общем, некоторую эмпатию к ситуации Зеленского тоже можно увидеть.
даже если мы заинтересованная сторона, и мы, в общем, в некотором смысле слова находимся в таком подвешенном состоянии в результате подобного рода заявлений. Представьте себе ситуацию Эстонии или Финляндии, у которых, с одной стороны, есть тяжелый опыт. У Финляндии есть опыт войны, у Эстонии есть опыт оккупации на много десятилетий во время советской власти после 1940-го. Представьте себе, что эти страны в нынешней ситуации, они становятся такими транзитными зонами, когда россияне используют Эстонию как ближайшую границу, чтобы выехать из Российской Федерации в отсутствие авиаперелетов. Это тоже для эстонских политиков очевидным образом проблема. Какой-то компромисс, мне кажется, здесь нужно искать с точки зрения того, что понятно, что если людям угрожает опасность, и мы, как те, кто находимся в Европе, и те правозащитные организации, которые остаются в России, мы должны им стараться помогать и не слишком смотреть на паспорта. Я думаю, что наша задача европейских политиков убеждать именно в том, что нужны, может быть, новые правила, достаточно понятные и прозрачные, для того, чтобы с людьми, выбирающимися из путинской России, иметь дело, чтобы понимать, как Европейский Союз должен, перед кем он должен открывать эту дорогу и кого он должен не пускать через свои границы, людей, которые участвовали в военных преступлениях, которые попали в санкционные списки, коррупционеров, чиновников и так далее. Наверное, им сейчас не самое лучшее время для того, чтобы им действительно проводить свой отпуск в Венеции. Мы намерены этой проблемой заниматься, и мы намерены разговаривать с европейскими структурами о том, что мы видим здесь проблему и что людям нужно помогать. Конечно, россияне не столкнулись с таким ужасом, с которыми столкнулись украинцы. Конечно, я от себя мог бы добавить, что если бы, знаете, был бы какой-то волшебный способ отменить визы и виды на жительство для всех россиян, и в результате этого остановить войну, то это, возможно, имело бы какой-то высокий, серьезный смысл. Но, кажется, это так не работает. Возвращение части или всех россиян на родину войну, к сожалению, не остановит. И, судя по всему, приведет только к большему числу пострадавших. Еврокомиссия и представители Германии, например, они заявляют, что с их точки зрения отменять целиком визы для россиян невозможно, потому что национальность не является единственным основанием, достаточным основанием для того, чтобы вам запрещали въезд куда бы то ни было. Это правила Шенгенской зоны, правила Евросоюза. И эти правила были, конечно, выработаны, с одной стороны, до войны, с другой стороны, в них есть вот такая гуманистическая составляющая. Человек не исчерпывается своим паспортом. Да, вне зависимости от того, какие у нас паспорта, важно то, наверное, от чего мы уезжаем и что мы хотим делать. Звичайно, ми всі розуміємо, є люди, які дійсно потребують захисту, яких переслідують в Росії громадяни, навіть можуть вбити, а отже вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти і підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. В контексте вот этого разговора про визы и про студентов, кстати говоря, я хочу с вами поделиться радостной новостью. Она случилась уже некоторое время назад, ее там нужно было по соображениям безопасности скрывать, но сейчас уже все произошло, и кажется, это не на фоне всех остальных плохих новостей, а эта новость как раз хорошая, не так все это сильно было замечено. В общем, если вы помните, год назад, даже больше, уже 1,5 года назад, 4 молодых людей, редакторов студенческого журнала «Докса», их судили за то, что они якобы в своем ролике на Ютубе, где они сказали, что нужно соблюдать, не нарушать права студентов, которые идут на митинги, их судили за то, что они якобы вовлекают несовершеннолетних в опасные для них деяния, то есть в мирные протесты против произвола российских властей. Эти 4 человека, они оказались под судом, им дали
они у нас считаются обвиненными в совершении этого ужасного преступления. По этой статье их арестовать не могли, но ребята, в общем, во время войны, мне кажется, некоторые из них, они проговорились несколько раз и наверняка могли себе в нынешних российских условиях цензурных наговорить на статьи по дискредитации, фейках и все что угодно еще, вплоть до, там, не знаю, создания какой-нибудь экстремистской группировки. Это наша общая история. Так вот, радостная новость заключается в том, что они попрощались с Российской Федерацией, что они находятся в безопасности. Это было сделать не очень просто. Там по некоторым причинам перевалочная база была Армения, куда можно было уехать по внутреннему паспорту, потому что загранпаспорта у них отобрали. Обо всем этом они сами в своей рассылке пишут, поэтому надеюсь, что я тут никаких тайн не раскрываю. В общем, хочу поздравить моих друзей, моих коллег Ромяна, Наташу Тышкевич, Володю Метелкина и Аллу Гутникову с тем, что они теперь свободные люди. У нас сегодня одна новость экономики. Она касается, судя по всему, рынка труда. Навальный создал профсоюз для заключенных и сотрудников колоний. Навальный получает, значит, квалификацию швей какого-то там уровня. И вот в своих социальных сетях он рассказал о том, что теперь в российских колониях существует специальный профсоюз, который борется за то, чтобы и у заключенных, которые на этих работах заняты, и у тех, кто их охраняет, были нормальные, приемлемые условия труда. Наверное, Навальному за это спасибо не скажут. Тюремной администрации, ФСИН в целом, потому что, конечно, какие там профсоюзы, тем более еще такие объединяющие в себе потенциально и надзирателей, и заключенных. Но, конечно, это показательная история, да, что в какой бы ситуации вы ни оказались, вы всегда найдете для себя какое-то занятие, которое выходит за рамки того, что вы там шьете какие-то тюремные робы, да, тем, что вам положено заниматься, если вы заключенный в российской колонии. Всех призываю быть как Навальный. Давайте создавать профсоюзы, проекты и вообще в нынешних условиях делать то, что мы можем, для того, чтобы жизнь в России вокруг нее стала чуть более нормальной, даже если мы сейчас не можем непосредственно остановить войну. Ну и новость культуры короткой строкой. Стивен Сигал, американский актер такого класса «Б», какое-то время назад получил российское гражданство и теперь считается таким главным другом всех патриотически настроенных россиян, начиная с Владимира Рудольфовича Соловьева. Сигал появился на шоу Соловьева, они были примерно в одинаковых костюмах, и между ними произошел следующий диалог. То есть в вас течет российская, русская кровь. Были ли в ваш адрес угрозы? Говорили ли вам отказаться от российского гражданства, не поддерживать Путина? Тогда Голливуд вернет вам свое благоволение, и ваша карьера будет развиваться активно и успешно. Да. Как вы видите, практически кто угодно русский. Стивен Сигал русский, не знаю, какое-нибудь дерево в Ганновере русское. Просто любой объект может быть, любой человек, любое существо, любой объект может быть объявлен русским при условии, если это нравится российской пропаганде. А вот те, кто выступает против войны, это все предатели, негодяи, и, возможно, еще у них какая-нибудь национальность неправильная. И на шоу Владимира Соловьева об этом тоже регулярно разные эксперты обсуждают. Один вот тут политолог по фамилии Маркелов договорился до того, что сделал новую цитату из Маркса. У Маркса по Европе в манифесте коммунистической партии, у Маркса по Европе в первой строчке бродит призрак коммунизма, а у политолога Маркелова на шоу Соловьева по Европе бродит призрак гей-фашизма. Какой ужас.
Это были ужасные новости. Если вам нравится то, чем мы занимаемся, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и пишите в комментариях о том, какие темы мы упустили.